Привет всем, друзья! Сегодня новый день, сегодня суббота, выходной день, но все равно работа не ждет. Надо сделать некоторую работу по дому. Сегодня в планах поменять масло на моем бусике, который уже давно наездил свое. И по регламенту давно должно было заменено масло и фильтра. И потом после этого буду красить наш коридорчик здесь у входа. Перед тем, как начинать работу с маслом, не знаю, правильно это или нет, но поскольку машина стояла всю ночь, на улице все равно тепло, плюсовая температура, я думаю, где-то +6. И все равно я думаю, что, может быть, стоит завести сначала машину, чтобы чуть-чуть масло нагрелось, так по моему предположению, чтобы она легче стекала. Приступим. +4. Итак, почему я именно так припарковал машину? Потому что труднее всего сейчас надо будет снять эту защиту снизу, чтобы добраться до сливной пробки на поддоне. Я думаю, что это самый трудный этап. Так что приступим. Как можете увидеть, есть сливная пробка где-то там у нас. Там есть небольшое отверстие. Для начала открываем компот. У нас тут... Опа. Итак, защита уже снята. Только что брат пришел и угостил меня кофе. Будем работать дальше. Пробка у нас вот здесь, если видно. Вот здесь пробка у нас. Короче, ведерко немножко впритык у нас получается. Надо будет сгребсти немножко под низ, чтобы удобненько подсунуть это ведро под низ, чтобы не стекало масло на землю. Приступаем. Сейчас надо будет снять и заливную крышку сверху. И потом надо тоже ослабить фильтр. Колбу фильтра надо ослабить. Потом снять сливную пробку и снять фильтр. Приступим. Берем головку на 32. Просовываем ее в колбу фильтра и ослабеваем ее. Для начала только ослабеваем.
Все, крышку сняли, масло течет. Сейчас откручиваем сливную крышку, чтобы масло текло. И сейчас можем раскручивать вот это. Итак, фильтр снят. Стружки нету. А слова вообще. Пробег у меня 190 тысяч, скоро 191 тысяч будет. Последний раз менял масло в 176 тысяч. Так, здесь у нас колба, я ее вытер. Сейчас посмотрим, если есть в комплекте уплотнительные кольца. Здесь резинка, и здесь резинка, и здесь резинка. Так, здесь у нас фильтр салона, основной фильтр мотора, масляный фильтр, оригинал, как говорится. И тут Может, стоило это сказать перед тем, как начинать всю эту затею замена масла. Я вообще никакой не механик, и то, что я умею, и то, что я делаю, это исключительно я нашел информацию или в интернете, или я увидел у своих друзей, как это делается. И чтобы не зависеть от других или от гаражей дорогих, которые здесь дорого стоят поменять масло. И я пробую это делать сам в своих домашних условиях. И поскольку сегодня, слава богу, хорошая погода, тогда я это делаю. И сейчас у нас фильтр стал на свое посадочное место, но я его еще никак не закручивал. Сначала берем удлинитель с головкой, ставим на место и раскручиваем немножко обратно, чтобы резьба стала на свое место. И когда убеждаемся, что она стала, тогда начинаем закручивать по чуть-чуть, чтобы не треснул каркас. Работаем. Итак, у нас масло слито. Неплохо так, да? Вроде бы еще нормально. Все, определенное количество масла я уже залил. Залил эту 5-литровую и еще литровую. То есть уже 6 литров у нас в моторе. И у меня с прошлого раза, я в прошлый раз покупал больше, и осталось вот где-то половина такого, где-то пол-литра. И еще есть и 1 целый литр. Сначала вынимаем щуп, вытираем его, протираем, запихиваем обратно и смотрим уровень. Если надо будет еще долить, доливаем. Приступаем. Масло уже залито под почти максимальный уровень.
перед тем, как закрутить защитную крышку снизу под поддоном, запускаем мотор, проверяем, чтобы не было течи. И потом уже при надобности, проверяя щуп, при надобности уже при заглохнутом двигателе, проверяем, если надо будет добавлять масло или нет. И потом уже аж в конце закручиваем обратно защитную крышку. Сейчас уже приступил к замене фильтра. Сейчас здесь продуваем дуйкой. Там ничего нету по-любому. Вот у нас новый фильтр. Я сравнил со старым. Какой грязный. И итак, крышка уже на месте, все закреплено. Ставим обратно фишки. Итак, подкапотное пространство уже закончили, масло уже заменили, воздушный фильтр заменили. Сейчас приступаем к замене салонного фильтра. Там немножко интереснее, тоже надо разбирать панель немножко, но вы сами это увидите. Все просто. Добраться до сюда. И здесь находится у нас фильтр. А сам фильтр находится у нас тут. Ой, там два болта. И откручивается он головкой 5,5. Вот наш фильтр. Его я менял, когда только покупал машину. Это было 1,5 года назад, в мае. И я бы не сказал, что сильно грязный, потому что он у меня такой черный, карбоновый типа. Но смотрите, сколько листьев здесь и грязи. Здесь его посадочное место. Перед тем, как поставить новый, здесь есть стрелки Air Flow. То есть именно в эту сторону должен дуть вентилятор. То есть в эту сторону вот так. То есть скорее всего, что он должен быть вот так. Но перед тем, как поставить фильтр, я услышал о таком лайфхаке,
чтобы взять духи или туалетную воду и побрызгнуть на фильтр салона. И потом будет постоянный какой-то запах приятный. Я, в принципе, в прошлый раз думал это сделать, но уже забил. Сейчас попробую в этот раз и уже посмотрим, что да и как будет. Ну что ж, попробуем. Ну что ж, скажу вам я так, лайфхак рабочий. Не знаю, сколько это будет держать, или сколько это будет благоухать, скажем так. Но главное, что фильтр уже заменен, и запах уже хороший. И так не воняло, но... Вот и все по обслуживанию авто. Сейчас приступаю к покраске коридорчика. Думаю, что это будет быстро. Если вам интересно, следите дальше. Короче, перед тем, как начинать, надо снять эти полки, снять обрамление включателей и розетки. Потом заскотчевать, скотчем пройтись и перекрыть ей листы, все по кругу. И потом начинать красить понемножку. Так, уже закончил заскочевать тут то, что надо было. Сейчас смотрите, как есть до, и вот видите, как будет после.
принципе, и все. Работа уже закончена, день уже закончился. Те, кто досмотрели это видео до конца, желательно, чтобы вы подписались, чтобы не упустили следующие видео. Так что до следующего раза. Всем пока.